1959 году с конвейера компании Landini вышел новый трактор Landini C35. Это был первый гусеничный трактор итальянской компании, и он сочетал в себе как накопленный 75-летний опыт фирмы, так и современные передовые технологии. Landini C35 имел массу около 2,5 тонн и дизельный двигатель мощностью 35 лошадиных сил. Период серийного производства с 1959 по 1962 год. Друзья, всем привет! Это 39-й выпуск серии Pro. Мы продолжаем знакомиться с итальянскими тракторами, и сегодня мы говорим про гусеничный Landini C35. В середине 50-х годов многие европейские компании продолжали строить архаичные тракторы с калильными двигателями внутреннего сгорания. Они были просты, надежны и всеядны, однако из-за низкого КПД их эпоха постепенно шла к концу. Итальянская компания Landini в этот период производила тракторы Buffalo и Super Landini. В 1956 году Landini подписали лицензионное соглашение с британской компанией Perkins Engines, производившей дизельные двигатели. В 1957 году по лицензии Perkins был выпущен 18-сильный трактор Landinetta, первый серийный Landini с четырехтактным дизельным двигателем. В январе 1959 компания Landini вошла в состав британско-канадского концерна Massey Ferguson, что открыло доступ к производственному потенциалу и международному рынку. Осенью того же года был налажен выпуск гусеничного трактора Landini C35. К моменту появления C35 в Италии действовало около 30 производителей гусеничных тракторов с более чем сотней различных моделей. Это создавало невероятно конкурентную среду, где каждая новая машина должна была предложить что-то уникальное. Основным конкурентом компании являлся лидер итальянского тракторостроения компания Fiat. Их модель Fiat 60C считалась лучшим трактором 50-60-х годов. Он имел мощность 60 лошадиных сил и весил около 4,5 тонн, что делало его серьезным конкурентом для любой новой машины. Компания Officine Meccaniche предлагала модель OM3540 мощностью 37 лошадиных сил, массой 3300 кг. В 1955 году свой первый гусеничный трактор представила Lamborghini Trattori, модель DL25C, а в следующем году модель DL30C. Также среди конкурентов можно выделить компанию Itma, которая в 1959 году выпустила 18-сильный трактор Itma Niki 180. Landini C35 был оснащен трехцилиндровым дизельным двигателем Perkins серии P3 рабочим объемом около 2,4 литра. Он развивал мощность 35 лошадиных сил при 2100 оборотах в минуту, что обеспечивало крутящий момент около 180 ньютон-метров. Диаметр цилиндра 88,9 мм, ход поршня 127 мм, система охлаждения жидкостная. Система питания включала в себя подкачивающий насос, топливный насос высокого давления, топливные форсунки непосредственного впрыска, фильтры грубой и тонкой очистки и бак объемом около 60 литров. Часовой расход топлива составлял 7-8 литров, что обеспечивало полный рабочий день без дозаправки. Трансмиссия имела 5 передач вперед и 1 назад. Максимальная скорость движения 12,4 км в час. Система управления включала 2 рычага для управления поворотом, педали сцепления и тормозов, а также рычаг переключения передач. На панели приборов были указатель температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла и амперметр. Счетчик моточасов предлагался как дополнительная опция. Трактор имел 12-вольтовую систему электрооборудования, которая состояла из генератора, стартера и головного освещения. Landini C35 проектировался для работы на крутых склонах и мягких грунтах в садах и виноградниках. Гусеничное шасси обеспечивало минимальное давление на грунт и позволяло производить мелиоративные работы на заболоченных участках. Трактор применялся для вспашки тяжелых почв, работы с тяжелыми ротационными и дисковыми боронами, культиваторами, катками и фрезами.
Модификации с гидравлической навеской могли работать с опрыскивателями, разбрасывателями удобрений, дождевальными установками и прочими навесными машинами. Также трактор применялся и на транспортных работах. На момент выпуска стоимость Landini C35 составляла примерно 3 миллиона итальянских лир, что было сопоставимо со стоимостью Fiat 60C и OM 3540. Landini отличался экономической эффективностью, особенно при работе на малых и средних фермах. При стоимости эксплуатации около 1000 лир за час работы, включая амортизацию, топливо и техническое обслуживание, трактор окупался за 3 сезона. За счет возможности работы на крутых склонах C35 позволял существенно увеличить обрабатываемые площади хозяйства. Главным преимуществом Landini C35 была надежность и простота конструкции. В то время как конкуренты часто использовали собственные двигатели, Landini использовал двигатели компании Perkins, одного из лучших производителей дизелей для сельскохозяйственной техники в мире. По маневренности и компактности C35 превосходил тяжелые машины Fiat, однако он уступал им по тяговой мощности и производительности на больших открытых участках. В процессе производства Landini C35 претерпевал различные изменения и породил семейство модификаций. В источниках найдено упоминание моделей CS35, CL35 и CI35. Модификация CL35 имела увеличенную ширину гусениц. Версия CS была специальной модификацией для работы в виноградниках. CI35 упоминается как роулер-шовел, что переводится как экскаватор на гусеничном ходу. Экскаватора я не нашел, возможно, имелся в виду бульдозер. В ходе производства происходили изменения в двигателе, трансмиссии и гидравлической системе. Более поздние машины получили улучшенную систему охлаждения, модернизированный топливный насос и усиленные элементы трансмиссии. Мощность двигателя выросла до 50 лошадиных сил. Интервалы технического обслуживания с первоначальных 500 моточасов к концу производства были увеличены до 1000. Производство C35 продолжалось до 1962 года. Ему на смену пришли более совершенные модели, такие как Landini R4000, R6000 и DT7000. Эти машины уже полностью разрабатывались под руководством Месси Фергюсон и включали в себя как колесные, так и гусеничные версии. В 90-х, после продажи Месси Фергюсон доли в Landini группе Argo, итальянская марка вновь обрела независимость и сконцентрировалась на том, что умеет лучше всего – создание специализированных тракторов для сложных условий эксплуатации. Современный завод-фабрика выпускает около 22 тысяч тракторов в год, среди которых гусеничные машины занимают особое место. В 2024 году Landini была внесена в итальянский реестр исторических торговых марок национального значения, и трактор Landini C35 является ее ключевым элементом. На этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Всем счастья, радости, любви. Пока!